Привет, вы на канале Яхты на колесах, меня зовут Антон, а мы в Германии, в Штутгарте, на выставке, и вот смотрим сегодня снова стенд Adria. Будет такой интересный обзор. Эту модель мы выбрали исключительно, потому что писали несколько раз нам в комментариях: покажите короткий Sunliving, покажите короткий полуинтеграл. Вот мы решили показать. На лично мой взгляд, по мнению сотрудников компании Яхты на колесах, это не самая интересная и удачная модель, компоновка, но тем не менее есть запрос ваш, соответственно, мы его удовлетворяем. Поехали! Модель C60SP короткая, потому что длина 5 метров 999 миллиметров 99 сантиметров. Я так понимаю, что многих это интересует по той причине, что есть зачастую ограничения до 6 метров, там паром, что-то такое, соответственно, эта машина пройдет как более короткая. Но планировка сейчас с вами посмотрим. Вес машины также 3,5 тонны, и цена в целом соизмерима с другими Sunliving'ами, другими моделями, которых при этом гораздо больше и места визуально, и спальных мест, и так далее, и так далее. Здесь же у нас в целом, по сути, 2 спальных места и 2 пассажирских. Вот такой вот вариант. Шасси в данном случае Citroën Jumper, 2,2 литра объем двигателя, 140 лошадиных сил. Идем внутрь. В кабине у нас все стандартно от Citroën, есть шторки, установленные Adria. Мы уже разбирали все это в предыдущих обзорах. Коробка механическая, кондиционер, помощь при спуске, круиз-контроль и спид-лимит. Обычные, не адаптивный круиз. Что-то более-менее необычное у нас начинается в жилом пространстве. Поворачиваемся, сиденье кожаное. И вот я развернулся, и получается столик. Когда я здесь разворачиваюсь, есть ощущение, что я оказался в вене. Потому что у нас маленький стол, он не опускается, не трансформируется в спальное место. Да, есть ремни безопасности на сиденье, то есть может ехать 4 человека, но спальное место по факту всего лишь 2. Что тут у нас еще? Столик, соответственно, да, как в венах. Ну, то есть это как бы вен, но не вен. Вот такая вот история. Столик раскладывается, увеличивается, соответственно, вот в эту сторону. Раз, и он может быть побольше. Также есть еще небольшой вот такой диванчик, точнее сидушечка, совершенно такая, как это сказать, по сути табуреточка мягенькая вот здесь выдвигается, чтобы можно было присесть. Дальше здесь уже сразу у нас шкаф, гардероб. Если мы все это задвинем, ну, в общем, да, такой гардероб, внизу есть еще место, чтобы что-то положить, и наверху полочка. Кстати, давайте добавим немножко света. Где у нас освещение включается? Во! Красота. Стало немножко посветлее. Отделка современная, которая у нас в последние несколько лет используется в Sunliving'ах. Вот эти белые фасады, черные ручки, черные элементы отделки, трековые светильники, USB-розетки есть также на треке. Сразу после гардероба у нас входная дверь, есть москитная сетка. Трума-комби, пульт управления здесь находится над дверью, 4-киловаттная. Далее сам пульт, можем посмотреть заряды батареи, сколько у нас баков чистой воды осталось серой. Запас воды у нас здесь 100 литров бак с чистой, серой 80. Розеточка 12 вольт и 220. Далее кухонный блок. Вот это небольшое рабочее пространство, по сути. И если закрываем стеклышко, то над плитой еще немножко столешницы у нас получается. 3 огня, электроподжиг. Все это единый модуль от Dometic. И тут же у нас раковина. Дальше идут 2 ящика. Один вот для столовых приборов есть лоточек. И ниже, вот, да, еще есть дощечка, чтобы закрыть раковину и увеличить рабочую поверхность. Еще, да, все, 2 ящика, внизу уже нет ничего. Холодильник 90 литров от Dometic. Что любопытно, установлен достаточно дорогой как бы холодильник.
который открывается и в одну, и в другую сторону. Вот почему-то здесь сделано такое решение. Если бы вы поставили хотя бы в эту сторону, развернули, в этом было бы как будто бы больше смысла, потому что мы можем с улицы его открыть или же с кухни открыть, и нам удобно. Но он бы занял столько же места, его можно было сюда развернуть, но его установили вот в эту сторону. Не знаю почему. И напротив у нас, соответственно, санузел. Санузел — это одно общее пространство, туалет и душ. Достаточно просторный, надо отметить. Метр ширина и глубина 85 сантиметров. Внизу у нас все это поддон, вода сливается. Душевая кабина, при этом не нужно никакие шторки, закрывать фасады. Просто вот такие двери. И вот так мы закрываем саму душевую кабину. Все это собирается. Когда мы это все закрываем, я бы сказал, что здесь уже становится тесновато. А если я говорю, что тесновато, значит, все-таки действительно тесновато, потому что куда уж уже, чем я. Правильно? Вот. Но, тем не менее, вот у нас отдельно душевая кабина, есть душ, туалет Тедфорд с электросмывом, напротив раковина. Открываем ее вот так вот из зеркала. Снова повесили вот эти вот кармашки, и они почему-то конфликтуют с раковиной, но можно их сюда и не вешать. Кран, соответственно, поворачивается в сторону раковины. Есть еще шкафчик, один небольшой, и второй скрылся за зеркалом. Вот, собственно говоря, и весь санузел. Ну и, наконец, в задней части у нас основная спальня. Тут немножко поуже в изголовье и пошире в ногах. Ну или наоборот, там изголовье. Да, наверное, там изголовье, потому что там есть еще один трек с подсветками, с полочкой и с USB-розеткой на треке. А еще я вижу вывод под телевизор 12 вольт, розетка питания и антенна. Соответственно, если мы ляжем при этом туда головой, нам будет смотреть неудобно, а сюда головой будет удобно телевизор. Ну, в общем, можем сами решать, где у нас изголовье. Вот в этой части у нас метр тридцать ширина, здесь, где поуже, метр двадцать. Соответственно, на 10 сантиметров вот здесь вот пространство уменьшается. Далее, в самой задней части есть 3 вот таких шкафчика, и все это пространство можно закрыть вот такой шторой. Но с другой стороны еще одна штора. На этом практически все. Есть еще такой маленький, как это, не фич, а баг, не баг, а фича, короче, получается. То ли инженерный просчет, то ли так задумано. В общем, такие полочки маленькие получились, непонятно для чего и почему, но абсолютно малепусенькие. Чтобы не быть голословным, давайте их померим. 8 сантиметров ширина этих полочек, и в глубину они примерно столько же, 10. Вот, здесь получились, и под кроватью, кровать очень высокая, кстати, большая дверь, через нее мы можем попасть в багажник, и там как бы такой мини-гардероб, отгороженный шторой от самого багажника, но если штору снять, это прямой доступ внутрь туда. На кровать при этом можно подниматься с помощью вот этой лесенки, устанавливаем ее сюда, она при этом у нас перегородит немножко дверь в санузел, она у нас нормально открываться в этот момент не будет, но будет вот настолько. И, соответственно, перекроет вот эту дверь и эти ящики. Но мы сможем удобно подниматься на кровати. Я поднялся сюда, в принципе, без помощи лестницы. Багажник достаточно узкий, 75 сантиметров ширина, высота метр 15. Ну, а глубина, соответственно, во всю ширину машины должна быть порядка где-то 2 метра 20 сантиметров. Да, нет, меньше, 2. Ровно 2 метра глубина. Плюс здесь еще есть вот такой вот выступ. Видимо, это связано с тем, что у нас здесь какая-то конструкция шасси не позволяет сделать вот ниже. Получается, этот выступ, когда мы говорим о более длинных машинах, то багажник просто в этом месте начинается и дальше у нас находится. Вот она штора, про которую я говорил. На липучке фиксируется она сбоку. Раз. И вот этот небольшой гардероб и одновременно окошко в багажник. Ну и также здесь внутри багажника разместился газовый отсек. 2 баллона по 22 литра сюда могут быть установлены. С противоположной стороны в этой нише есть просто полочки. Также в багажнике есть вот освещение. Можем его включить, отключить, и зафиксирована ручка, я так понимаю, от маркиза. Да, установлена маркиза Thule Omnistor. Sunliving C60 SP мы сегодня с вами посмотрели. На мой взгляд, весьма странная планировка. Вроде большая машина, но маленькая. Уж лучше как будто бы выбрать ивэн. У нас даже в багажнике получится больше места. Но это мое субъективное мнение. Ваше мнение мы всегда ждем и рады ему в комментариях.
Вся техническая информация, включая цену, по ссылке в описании. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие обзоры из Штутгарта, ну и вообще из каких-то других мест. В целом, наши ролики. Надеемся, они вам нравятся. Также у нас есть телеграм-канал у «Яхты на колесах». Там можно задать какие-то вопросы, пожелания к следующим роликам, увидеть различные лайфхаки, так что не забывайте подписываться. Меня зовут Антон, это канал «Яхты на колесах». До новых встреч, пока!